Я пришла работать в Team Spirit в июне 2022 года. 1 июня я вышла на работу, был первый мой рабочий день. На тот момент я уже год как не работала в Virtus.pro. Мы уже с моим мужем Женей переехали в Белград. Собственно, Женя изначально был вызван в Белград Никитой, потому что Женя делал продакшн для Spirit, но он делал это как, можно сказать, частный подрядчик. И я, конечно же, часто ему там помогала, поэтому я уже на тот момент давно и много общалась с Team Spirit, и мы прекрасно все друг друга знали, и я там игроков знала прекрасно тоже. Вот. И когда мы релоцировались в Белград, как бы Женя поехал работать. Я на тот момент была в свободном плавании, я занималась своим личным брендом, своим каналом, своими проектами в медиа, но жизнь наша резко на тот момент поменялась, и мне нужно было переизобрести себя, что ли. То есть я была в такой фрустрации, потому что резко мир перевернулся с ног на голову. Я подумала, почему бы мне не написать Никите и не предложить свою кандидатуру просто вот пойти работать в Spirit. Я не знала на тот момент, существует ли потребность моей компетенции вообще во мне, в организации. Но я решила, что за спрос денег не берут, надо спросить. Я спросила, и мне сказали, что да, действительно, долгое время пустует вакансия человека, который мог бы отвечать за медиа, там, съемки, креатив, вот все эти вопросы. Есть Костя, он руководит как бы всем медиа-отделом, большим вот этим вот огромным подразделением, но вот конкретно задачи по видео, там, видосам, YouTube-каналу и всему остальному, нужно было их решать вот какому-то еще человеку. Мое попадание в Spirit не было, ну, знаешь, таким простым и очевидным, как могло бы показаться. То есть со стороны наверняка могло показаться, что, ну, Марпл, она там работает в медиа, у нее известный личный бренд, она там уже много чего сняла и сделала, поэтому наверняка по знакомству просто вот ее там позвали, она пришла, все классно. Это было не так, потому что Никита, ну, я не могу сказать, что он не хотел брать меня на работу, но он очень настороженно ко мне относился. И он объяснил, почему. Потому что я до этого много лет проработала в Virtus.pro, а зная, что это, ну, можно сказать, такие противопоставленные друг другу организации с абсолютно разными структурами, абсолютно разным видением, абсолютно разным подходом. И Никита мне об этом и сказал в самом начале, что у меня есть сомнения насчет твоей кандидатуры в нашей организации, потому что ты, ну, грубо говоря, продукт другого клуба. И это невозможно отрицать, потому что я действительно в тот момент являлась самостоятельным брендом, можно так сказать. Конечно же, корни этого бренда в киберспорте были заложены в Virtus.pro во мне. Но я в том разговоре, в нашем собеседовании пыталась донести до Никиты, что я отвечаю за медиа. Хорошие ли были медиа в Virtus.pro? Я думаю, что да. Я думаю, что мы создали успешные медиа на тот момент. Нужно тут делать оговорку, что на тот момент медийка Virtus.pro была, ну, можно сказать, одной из сильнейших в русскоязычном сегменте. И вот на это я и старалась обратить внимание Никиты. Плюс ко всему, Никита на тот момент думал, что весь мой профессиональный опыт заключался в работе в кадре. Моей задачей было донести до Никиты, что я могу больше и совсем другое. Костя с Никитой дали мне тестовое задание. Я прям с каким-то упоением за него засела. Мне кажется, я несколько дней просто вот сидела и думала, анализировала, изучала какие-то вещи, просматривала просто все, что Spirit производили там в соцсетях, в контенте, абсолютно вот все какие-то вещи. И я сделала это тестовое задание, отдала его. Потом мне уже ребята рассказали, там, Никита, Костя, что их удивила эта работа, что тестовое задание было реально сделано хорошо, они этого не ожидали. И, собственно, после него и после этого собеседования мне сказали, все, давай, начинаем работать. Но с испытательным сроком. Но испытательный срок я тоже, собственно, успешно преодолела, эти 3 месяца, и все, пошло-поехало. И когда я пришла, у меня сразу появилось много задач, много работы. Когда я начала работать в Spirit, у нас был только один YouTube-канал, он назывался Team Spirit. Собственно, там был вообще весь контент клуба, будь то КС, будь то Dota, в том числе какой-то контент с Сильвернеймом. И задачей было, во-первых, поставить это на поток, чтобы контент начал выходить регулярно, чтобы процессы начали все более и более автоматизироваться. Очевидно, что когда я приходила, Spirit уже находились в такой активной фазе роста, что за многие процессы просто некому было браться, буквально не хватало рук.
И при том, что клуб уже выпускал классные видео, действительно там развивал свою медийку и отлично работал во всех этих направлениях, внутри процессы были несколько хаотичные. Просто потому, что не хватало людей, не хватало рук. И, наверное, кого-то одного, кто может все эти процессы объединить, законтролить и правильно заменеджерить. Вот. И начали мы вот с простого. Я начала просто с понятного контент-плана. И потом постепенно на протяжении 3 лет мы выросли как медиа-отдел, но я могу сказать сейчас, что в полноценный медиа-юнит, потому что еженедельно, максимально с зазором в 10 дней мы выпускаем контент на 5 YouTube-каналах. Ну окей, на шахматном чуть реже. У нас очень интенсивная загрузка, у нас очень большая дистрибуция, у нас большой конвейерный просто поток производства контента. И это не только YouTube-каналы, которых 5. Это TikTok, Reels, Shorts, SMM-контент, Telegram-каналы. Стримы теперь мы еще умеем делать. Мы умеем делать анимацию, мы умеем делать вообще спешалы и специальные контент-проекты. Ну, короче, да, с тех пор мы ого-го как разрослись. На данный момент, если говорить только о тех людях, которые занимаются именно видеоконтентом, видеопроизводством, в медиа-отделе Spirit работает официально 10 человек. Но также над контентом Spirit работает в целом большая команда людей. Это команда продакшена, это люди на площадке, с которыми мы стараемся работать на постоянной основе. То есть, да, окей, это, конечно же, подрядчики, которых мы нанимаем на съемки, но это люди, с которыми мы уже там не 1 год работаем, мы сделали с ними уже не 1 проект. Это талантливая команда гримеров, костюмеров, художников-постановщиков. Ну, то есть это прямо большой пул людей. Я действительно могу сказать, что сейчас над контентом Team Spirit трудится прям картель целый. То есть большой-большой творческий синдикат. Наверное, можно сказать, что и Никита — это тоже часть медиа-отдела в том числе, потому что Никита очень активное участие порой принимает в разработке креатива, в каких-то мозговых штурмах. То есть я могу натурально в 3 часа ночи просто ему написать: «Никит, ты знаешь, пришла гениальная в голову идея, а что, если мы снимем Донка в поле с козлом?» И он пишет: «Так, мне интересно, я не сплю, продолжи. Давай обсудим с тобой». И вот я точно могу сказать, что Никита всегда держит руку на пульсе и приносит свои идеи, и с ним можно их обсудить, оспорить, что-то предложить. Короче, да, Никита — это непосредственная часть процесса. Конечно же, Никита не менеджерит медиапроцессы, и он вообще там как бы никаким образом не вмешивается в работу медиа, например, отдела. И мы при этом абсолютно автономно функционируем, потому что у Никиты есть Костя, у Кости есть я, там, у меня есть Юра, мой коллега, ну, то есть и так далее, и так далее. У Юры есть еще какой-то коллега. То есть мы все, как такая матрешка, каждая кукла в этой матрешке, она вполне самостоятельна и полноценна, и самодостаточна. Поэтому здесь нет такой проблемы с тем, что вот Никита везде. Я, на самом деле, в восторге от такого подхода, потому что никогда, наверное, раньше, вот в моей профессиональной деятельности, я не встречала настолько погруженного в свое дело руководителя, которому, правда, важно, чтобы все делали свою работу хорошо. И это настолько тактично и как-то грамотно и мудро преподносится, что это не вызывает ощущения, что вот кто-то мешает твоей работе, кто-то гиперконтролирует, там, знаешь, кто-то пытается что-то изменить просто чтобы изменить и показать, что он главный. Это не про это совсем, вообще не про это. Скажем так, Костя — это первичный фильтр Никиты, который максимально близко к нему находится во всем, что касается работы Spirit в паблике в целом, глобально. То есть и в СММ, и в медиа, и вообще во всей коммуникации нашей публичной. А дальше уже там Костя может прийти ко мне и сказать: вот у нас есть такая задача, есть такая. Конечно, это работает во все стороны. Я точно так же могу напрямую что-то с Никитой обсудить. Идеи могут рождаться абсолютно по-разному там, и так далее. Но в иерархии, конечно, Костя — это глобально руководитель всей нашей медиакоммуникации, скажем так. И не только, на самом деле, но об этом, я думаю, он сам расскажет. Костя обладает и для Никиты, и для организации в целом свойством отсеивать ненужное. Он умеет говорить «нет», он умеет объяснять, почему «нет». Зачастую это полезно. Зачастую мы иногда даже можем там где-то зафантазироваться, замечтаться. Он очень оберегает бренд,
Вот можно сказать, что, наверное, настоящий хранитель бренда — это Костян. Потому что он очень тоже наперед всегда продумывает какие-то наши шаги медийные. И он всегда может сказать, что, ребят, не давайте вот этот мем, условно, там, это перебор, вот так мы себе не позволим разговаривать. Или там вот эта коллаба не надо, потому что есть вопросы к этому там, или человеку, там, или, whatever, то есть какая-то там коллаба. При этом на сегодняшний день я могу точно сказать, что также Костя там и доверяет, если нужно там что-то выбить, что-то там договориться, где-то помочь, где-то пообщаться с какими-то другими коллегами по индустрии, какие-то лучшие условия создать там, для нашей работы или еще как-то. Опять же, да, Костя это все делает, и мне нравится работать под его руководством. При этом я не могу сказать, что у нас отношения прямо вот босс и подчиненный, потому что в Spirit все еще горизонтальная система. Нет такого, что у нас прям такая строгая иерархия. Мы все еще просто вот все коллеги, мы все делаем одно большое дело. Да, есть какие-то там иерархические ступеньки. Мы все просто большая команда, и Костя — это, наверное, финальное ответственное лицо, которое отвечает перед Никитой за там, те или иные вещи, которые мы создаем. При этом я, например, если говорить просто о себе лично, точно так же наделена этой финальной ответственностью. Нет такого, что в случае там, какого-то провального, допустим, проекта за него будет отвечать Костя. Нет, за него буду отвечать я. Если это мой проект, и я его реализовывала, то за него буду отвечать я. У Кости хватает доверия к тому, что мы делаем, и к тому, что мы предлагаем, и как мы это реализуем. Главный капитал Team Spirit — это люди. Team Spirit — это вообще про людей. И если говорить о ценностях, о каких-то принципах, то Spirit — это дисциплина, это баланс, это доверие и поддержка невероятная. Это вот зерно, это душа, это вот что-то, вот этот особый какой-то секретный элемент, который все заставляет работать. Это вот это электричество, на котором эта машина двигается. Здесь все про людей. И в этом особенность. Доверие, которое регулярно мне, в частности, оказывается в Team Spirit, очень наглядно можно проиллюстрировать на примере наших хостов. Первый кейс — это Слава Артист. Когда нам в руки попало его видео, его тестовое, его резюме, я помню, что было много сомнений и у Никиты, и у Кости, что он бывший проигрок, не факт, что у него получится в медийке. Да, парень харизматичный, но там работа хостом — это сложная работа. Нужно очень много дисциплины. Это только с виду кажется, что там быть хостом в киберспортивной команде — это жизнь мечты, ты летаешь на турниры, и все у тебя классно. Это совершенно не так. Это сложная работа, очень тяжелая. Я отработала хостом не один год, могу сказать, что это действительно так. Знаю, о чем говорю. И были сомнения реальные у Никиты и у Кости. И как раз все шло к тому, что, окей, мы Славу взяли, тоже, конечно же, там, на испытательный какой-то период, начали его там чему-то обучать, что-то ему объяснять, рассказывать. И тут вот подходит момент, когда Славе нужно лететь на первый турнир. Костя с Никитой говорят: что-то мы переживаем, что-то он, может быть, он, конечно, еще и не готов. И как раз вот момент про доверие был, когда я сказала: ребят, давайте так, я обещаю вам, что он готов, я обещаю вам, что он не облажается, просто поверьте, потому что я в него верю, я в нем уверена. Я даю вам слово, что я под свою ответственность считаю, что нужно отправить Славу на первый турнир и уже дать ему поплыть. Это вот, знаешь, это как с утятами, которых просто мама скидывает в озеро, чтобы они поплыли, и по-другому они не поплывут. Я им это донесла, и сказали: давай, на свой страх и риск отправляем. Слава справился блестяще. Да, ему было сложно, да, он переживал, он писал, советовался, спрашивал, говорил: все пропало. Но держался таким молодцом. Он так там за один турнир вырос, он так там сблизился с командой, словил эту химию, и все пошло и поехало. И это было ровно то, что было нужно сделать. И Никита с Костей мне доверили это. И все получилось. А второй пример — это второй наш хост, Ник. Ник пришел к нам работать монтажером. И долгое время работал у нас монтажером. В один из дней нам нужно было сделать какой-то короткий формат для соцсетей с Magix'ом.
И Ник нам объяснял, как монтажер, задачу, что нужно ребятам подснять на телефон, чтобы он хорошо смонтировал. Ник объясняет и говорит, блин, я вам, наверное, так не объясню, давайте я просто сейчас вот у себя на районе это видео сниму на iPhone, смонтирую, пришлю, и вы посмотрите, что я от вас хочу, чтобы смонтировать классный видос. Потому что, у нас монтажеры могут приходить со своими идеями, и мы всегда готовы их выслушать точно так же, если она классная, мы ее сделаем. Вот, Ник это сделал, он снял этот видос короткий. Я смотрю на это видео и понимаю, что у человека невероятная харизма, а мы этот потенциал никак не используем, а казалось бы, надо срочно с этим что-то делать. Я беру это видео и несу его показывать Никите. Говорю, Никит, смотри, ситуация следующая. Это наш монтажер. Посмотри, какой харизматичный парень, какой талантливый. Мне кажется, что он наш будущий хост по КСу. И Никита такой, надо пробовать. Давай. То есть я говорю, а вот мы что, прям мы можем его релоцировать? Он говорит, получается, можем. Я вижу, я понимаю, что да, есть у него харизма, есть у него талант, надо дать шанс ему. И это все абсолютно про доверие. То есть буквально ты показываешь один видос, говоришь, верим в этого парня, мы считаем, что отлично у него все получится, мы поможем ему, мы научим его, и у него все пойдет. И тебе говорят, да, окей, мы готовы релоцировать сотрудника. Это круто, мне кажется. В любой другой организации невозможно было бы такое. Мне хочется чуть подробнее рассказать, наверное, о нашей работе с нашими хостами. Объясню, почему. Так было принято долгое время, что хост в команде появляется потому, что его откуда-то переманили, он откуда-то пришел, он был где-то кастером, комментатором, бывшим игроком, еще что-то. И у него уже была какая-то медийка. Как правило, было всегда так. У Никиты есть такая идея, что очень полезно привлекать новые, свежие мозги к работе. Приводить новых людей, молодых, может быть, даже неопытных, чему-то учить, если в них есть потенциал. И мы, собственно, и начали так делать со Славы, потом это был Ник, сейчас у нас есть хост Настя, то есть сейчас у нас 3 хоста. Не каждый клуб, далеко не каждый клуб может похвастаться таким количеством хостов, таким количеством каналов. У нас их много. И мы действительно очень много сил и души, и любви, и заботы, и внимания вкладываем не только в игроков, но и вообще в людей, которые у нас публично как-то взаимодействуют с аудиторией. Хосты, конечно же, это лицо организации. Для меня, как для бывшего хоста киберспортивной организации, были очевидны основные проблемы, основные боли ведущего, основные трудности в работе. Если ты сам хостом не поработал, тебе не очевидны эти вещи. И когда я начала работать с нашими ведущими, с ребятами, я поняла, что я хочу, чтобы были курсы актерского мастерства, курсы дикции, чтобы ребята раскрепощались, чтобы ребята больше читали такой литературы, проходили такие тренинги. Где-то я сижу и просто подробно прорабатываю какой-то влог с хостом и говорю, смотри, вот здесь стоило поступить так, вот здесь можно было сделать по-другому, здесь можно было задать такой вопрос, а пройди какой-нибудь интенсив по жанру интервью условно. И мы непрерывно этим занимаемся. Да, у нас не всегда есть на это время, у ребят не всегда есть на это время, но когда мы понимаем, что есть какой-то гэп между турнирами, мы стараемся, чтобы ребята это время проводили с пользой. Я с парнями и с Настей буквально каждый день на связи. Я прежде всего стараюсь эти все тонкие, мелкие моменты постоянно мониторить, что где-то он не в духе, а где-то он выгорел, значит, нужно придумать, как сделать так, чтобы он меньше выгорал, что угодно, может быть, не знаю, что-то с дикцией. Окей, у нас какая-то проблема с дикцией, мы не будем говорить, что ты так плохо говоришь, мы решим эту проблему, мы отведем его на какой-то курс, на какой-то интенсив. И я считаю, что это правда очень важно. Пожалуй, наверное, никто из других наших коллег по индустрии так внимательно и дотошно к этой работе не подходит. Могу ошибаться, но по моим наблюдениям нет. И это то, чем я горжусь, потому что, на мой взгляд, мы вырастили очень крутых ведущих, полноценных боевых единиц, которые умеют буквально все. Может быть, где-то мое такое рвение в работе с нашими хостами обусловлено тем, что я сама этот путь прошла, и не всегда это было приятно, не всегда это было безопасно. В моей карьере ведущей было много эпизодов, когда организация так или иначе меня подводила меня публично, а так как ты хост, ты всегда несешь ответственность в первых рядах, потому что люди тебя знают. Они не знают твоего менеджера или твоего директора. Они знают тебя. И так как я сама эту школу прошла, не всегда гладко и не всегда мягко, я считаю своей первостепенной задачей сделать так, чтобы наши хосты имели совершенно другой опыт
в своей работе. Мне важно, чтобы путь ребят к их реализации в публичном поле был, не через тернии, чтобы это не было больно, чтобы это не наносило им травмы, чтобы они чувствовали себя в безопасности, чтобы они чувствовали, что им, если они начнут падать, их поймают. Не буду отрицать, что, конечно, я много лет работаю с молодыми киберспортсменами, начиная с 2016 года. В следующем году будет 10 лет, как я работаю постоянно с дотерами, кейсерами, стримерами и так далее, молодыми парнями, по сути. Опыт, конечно же, накопился. И я прекрасно понимаю уже, как сложно молодому игроку, который впервые снимается, вообще, в принципе, сказать хоть слово, проявить себя, расслабиться, быть собой. Я, наверное, чуть тоньше понимаю, как найти общий язык, даже если парень 16-17 лет, он на меня смотрит первый раз в жизни. Все равно есть какие-то инструменты, как помочь молодому игроку, в принципе, почувствовать себя комфортнее, увереннее, как подглядеть какие-то его сильные стороны, подсветить лучше их, где-то на каких-то слабых моментах лучше его не выпячивать, где-то ему помочь, где-то его засейвить, где-то подстраховать. Да, мне кажется, какой-то такой скилл у меня с годами развился, организация мне доверяет в этом плане. И я могу сказать, что вообще все мои коллеги, все сотрудники Spirit, мы все, в принципе, настроены прежде всего помочь игрокам чувствовать себя хорошо, чувствовать себя комфортно, в безопасности, что очень важно, потому что особенно в медиа часто случаются факапы у некоторых организаций, что игроки не знали, что их снимают, а игроки не давали согласия на какие-то фотки, какая-то фотка ему не понравилась, он комплексует из-за чего-то, что-то где-то не отфотошопили, еще что-то. Наша задача обеспечить настолько safe space игрокам, чтобы он точно знал, что даже если он сказал какую-то глупость, эту глупость вырежут, что он может нам доверять, что если мы придумали какую-то костюмированную историю, какой-то мега сумасшедший проект, что даже если он будет в каком-то сумасшедшем наряде, этот наряд будет подчеркивать его сильные стороны, будет выгодно его подчеркивать, что они не будут просто в костюмах клоунов сниматься, что это будет им интересно, что если мы подбираем какую-то роль игроку, то эта роль будет подходить его темпераменту, его характеру, его какому-то образу, имиджу и так далее. Наша задача очень быть сонастроенными с игроками, знать, что им интересно, над чем они смеются, с кем они дружат, кого они уважают, кого не уважают, что им нравится, что им не нравится. Это очень важно. Smells Like Teen Spirit нужно было обыграть, потому что на тот момент это еще и был инт в Сиэтле, а я, будучи в Сиэтле ранее, до этого, на последнем сиэтловском инте, я побывала в деревне, в которой был, собственно, Курт Кобейн. И это настолько отложилось в моей памяти, я это запомнила, и я такая, так, начинаем думать над креативом к инту. Что мы делаем? Стоп, мы же едем в Сиэтл. Я же там была, вот прям эта табличка там была про Курта Кобейна, Smells Like Teen Spirit. Я такая, а почему мы это не сделаем? Да, окей, это звучит как что-то на поверхности. Teen Spirit не из тех, кто любит брать первые идеи. Мы, как правило, всегда отсеиваем первые идеи. Но тут я пришла и говорю, смотрите, да, окей, она очевидна, но мы обязаны ее сделать, потому что она про нас. Давайте так, если мы сделаем ее очень круто, то она из поверхностной перерастет, в гениальную. И мы долго обсуждали, как именно мы хотим сделать клип, какой это будет клип, где мы хотим это все сделать, что будут делать парни, а как быть с песней, что, может быть, мы все-таки через ИИ ее сделаем. Тогда ИИ инструменты еще не были настолько продвинутыми, поэтому вокал мира никак не получалось все-таки полностью искусственно создать. Поэтому, конечно же, мы с Мирославом пошли в студию звукозаписи, конечно же, мы с ним репетировали его вокальные партии, мы с ним пели вместе, я держала его за руки, говорила, давай, не бойся, пой со мной, будем кричать вместе. В общем, это было то еще приключение. Мы искали этот гараж, который должен был быть похож на американский, будучи в Сербии. Мы нашли его вообще в сербской деревне в какой-то, в частном доме, который использовался как склад. Мы его застроили полностью с нуля. В общем, это было прям, это была очень масштабная штучка. И парням устраивали мастер-класс, как держать гитару, как зажимать струны, как бить по барабанам. Они натурально
полностью в этот процесс вовлеклись. Мы продумывали, опять же, там их образы, чтобы наклеечка на гитаре была точно такая же, как у Курта Кобейна. И наши дизайнеры подключились, сделали постеры, сделали логотип, сделали все эти наклейки. То есть это всегда такая масштабная, комплексная работа всех людей. Там и Руси, и игроков, и Никиты, и дизайнеров, и СММщиков, и медиадел, вообще всех. Мы приходим на съемки, в хорошем смысле веселиться. Моя задача в том, чтобы медийка не была для игроков чем-то тяжелым. Только кажется со стороны, что ну что сложного, посидел там час перед камерой, что-то поулыбался, пошутил и пошел. Съемки отнимают много энергии. И первичная моя задача, и не только моя, моих коллег в медиаотделе, наша общая цель, чтобы каждая съемка, каждая вообще итерация медийная какая-то для ребят была приятной, интересной, занимательной, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы им было легко, весело, чтобы они пришли туда, узнали что-то новое поделали, попробовали, какие-то навыки новые приобрели. Мы всегда стараемся чем-то их удивить, чем-то их развлечь, что-то прикольное придумать. Поэтому они у нас уже играли на гитарах, они доили ослиц, они собирали яйца куриные на ферме, они рисовали картины. Наши парни, у них уже и актерка отработанная у всех. И просто они озвучивали мультики, пели. То есть они умеют делать все. Мне кажется, игрок, который приходит в Spirit, он проходит, такой курс медийки для молодого киберспортсмена. То есть после Team Spirit люди умеют делать все. Это была идея Никиты. Она у нас в голове вертелась вообще долго. Мы долго обсуждали не один год идею с походом, потому что у нас есть Дима Бережной, который невероятный энтузиаст аутдор-активностей и большой профессионал в этом. И мы все время думали, как бы нам Диму привлечь к какому-то походу, какой-то медийке с игроками на природе. Это же так круто. У нас Дима еще такой фактурный человек, такой яркий персонаж. Очень хочется Диму показать нашей аудитории, какой у нас есть классный сотрудник, классный коллега. Но все время не попадали мы ни там по погоде, то вот у нас там нет времени у ребят собрать их всех вместе, отправить действительно там, это не один день, это не 8 часов съемок, как обычно, это нужно потратить много времени. И все время как-то у нас не доходило до реализации. И тут получается так, что перед Интом мы опять штормим с Никитой там, всем медиаотделом, плюс Никита, мы штормим, у нас много-много идей, что мы делаем к Инту, на спешл. Тут Никита говорит, а что если не просто поход, мы не просто снимем видео, а мы сделаем стрим, прям полноценный стрим с ночевкой, вот отправим парней в поход. Я сразу такая пу-пу-пу, угу. То есть я понимаю, какие это технические но. Я и мои коллеги, там, и head of production. И мы все сидим такие, окей, хорошо. То есть, это мы как-то можем проработать. И тут Никита говорит, давайте, наверное, с элементами какого-то квеста. Чтобы не просто они в лес сходили, чтобы было интересно, чтобы было интересно зрителям, интересно парням, чтобы в этом был какой-то прикол. Я сначала спорила с Никитой, потому что я человек тревожный, я очень всегда беспокоюсь и пекусь прежде всего за игроков. Во-вторых, конечно же, я всегда пекусь за реализацию. И если задача действительно, на грани с реализацией, и вообще ее вероятностью реализации, то я, конечно, такая, я голос тревожности, я голос разума, остановитесь, мы не сможем это сделать, это опасно, там столько рисков. Никита говорит, ребят, это эксперимент. Получится? Супер. Не получится? Мы попробовали. Это наш эксперимент. Я хочу попробовать. Давайте сделаем. Я думаю, что получится. А когда Никита дает волю экспериментировать и пробовать, и что-то хочет сделать, то мы все. Мы заряжены. И мы, в общем, просто вдоль и поперек это все проработали. Мы там не одну неделю провели в лесу. И самая сложная часть, которая тоже нас пугала со стримом, так как мы тут все немножко тревожные, все прошло хорошо. И Никита мне в 2 часа ночи я сижу в лесу на опушке, слежу за стримом и за нашими всякими этими завозами. И мне Никита пишет, классно же. Я говорю, классно. Все круто получилось. Он такой, все, я же говорил, эксперимент. Было круто, правда. Собственно, это наш спешл перед Интом. Он такой очень необычный получился, в необычном формате. Тут была возможность у фанатов посмотреть на парней вообще без прикрас. Просто на своих любимых игроков, какие они есть. У нас даже есть неофициальный логотипчик, который чуть-чуть иногда появляется на мерче для сотрудников. Это Spirit Girls Club. Наши встречи
очень полезные, мне кажется, прежде всего потому, что несколько отделов в нескольких чатах не могут решить столько важных и полезных задач, как несколько девчонок за одним столом одним вечером. Потому что так вышло, что у нас девчонки все работают в разных отделах, то есть мы между собой почти не пересекаемся, только как вот там из отдела в отдел, зачем-то друг к другу приходим. При этом мы, когда встречаемся, там, это не часто случается, потому что все по командировкам, редко бывает, что мы все в одном городе и все свободны. Но когда это случается, мы как будто калибруемся между собой. Там, Руся может нам рассказать какие-то вещи, которые мы там не знали. Мы можем там поделиться друг с другом, что вот у нас в отделе то-то, то-то, а мы вот это сделали. А вот знаете, нам вот от вас, от вашего отдела, девчонки, что-то вот этого не хватает. Там, а давайте мы вот с вами обсудим, там, а как мы будем анонсить там новый дроп мерча. Мы вот так между собой, когда встречаемся с девочками, мы калибруемся. Так или иначе, не то чтобы темпераментами, но, наверное, какими-то взглядами, какими-то принципами и в целом тем, как мы работаем, мы все между собой с девчонками во многом похожи. Потому что мы все дисциплинированы, мы все ответственные, мы все очень внимательны к мелочам, поэтому нам вместе комфортно, и поэтому у нас ни разу не возникало, знаешь, каких-то женских конфликтов между собой. Не было никакой ревности, зависти, конкуренции, потому что как-то мы все взрослые, и мы друг для друга такая большая поддержка. Учитывая то, что мы все живем в эмиграции, это невероятно ценно. Я могу каждую из девчонок назвать подругой здесь. И вообще в Team Spirit я приобрела очень близких людей и настоящих друзей. И вот эти наши женские встречи, то есть понятное дело, что мы там можем просто пойти где-то поужинать и классно провести время, но это невозможно без обсуждения каких-то рабочих вопросов. И это круто. Никита вообще человек, который раскрывается для себя не сразу. Первое время я, честно, Никиту побаивалась. Я предположить даже не могла, что я его существенно старше, потому что это человек настолько большой личности, этот масштаб, он прям поражает. И когда ты с ним взаимодействуешь впервые, вот уже предметно разговариваешь о чем-то уже касающемся непосредственно работы, не просто там «привет, пока, знакомы», а вот по делу, он производит очень мощное впечатление. Не знаю, можно ли назвать это талантом или не талантом, это просто его особенность. Он в целом очень глубокий, интересный человек, и его сразу уважаешь. Он не бросает слова на ветер, он не разменивается никогда там какими-то громкими фразами. При мне, если это не связано с победой или проигрышем команды, я никогда не видела у него излишней эмоциональности, какой-то резкости, какой-то чрезмерности. Никита вообще человек про баланс. И вообще все, что он делает, и все, к чему он стремится, и то, как он ведет дела, и как он разговаривает с людьми, с коллегами, неважно. Это вообще все про баланс. В следующем году будет 10 лет, как я работаю в киберспорте. Я достаточно опытный человек, и у меня достаточная компетенция, но я регулярно советуюсь с Никитой даже по своим каким-то личным вопросам, по вопросам, не связанным с работой, не связанным с Team Spirit. Я понимаю, что я мало кого готова слушать в этой жизни, особенно если дело касается моих личных дел. Никита — это человек, который ни разу не давал мне плохого совета. И Никита — это человек, который во всех сложных ситуациях, которые у меня возникали, меня поддержал. И это его сила большая. Я точно помню день, который я могу назвать пока самым счастливым лично для меня в Team Spirit, потому что это лично для меня было невероятно ценно и важно. Мы с Никитой поехали на Инт в Сиэтл, как раз тот, который ребята выиграли, потому что мне нужно было там снять мокюментари с Дружко, это тоже наш спецпроект был. Доснять игроков надо было на Инте, поэтому я поехала тоже. Мы досняли, мы прямо там на Инте все демонтировали, выпустили. Перед этим мы как раз выпустили Нирвану, то есть это, по сути, было 2 спешала перед Интом, и все получилось. И там же еще мы сняли спецвидео с повками игроков, где мы к ним цепляли GoPro, они ходили целый день, и его просто я в номере у себя монтировала. То есть, был такой плотный график на этом Инте. Парни тогда еще не дошли даже до финала, то есть это была какая-то стадия там промежуточная. Мы стояли с Никитой в курилке, и вот на тот момент это все уже вышло.
из того, что я перечислила. И Никита мне сказал: Маш, на сегодняшний день ты самый крутой продюсер в киберспорте. Я хотел тебе это сказать. И я вот помню дословно, что я ему ответила. Он сказал: Никит, я твои слова хотела бы распечатать и поставить в рамочку, чтобы каждый раз, когда я начинаю переживать о чем-то и сомневаться в себе, я вот эти слова перечитывала. Эта похвала для меня была очень ценной. Я не знаю, почему это вызвало у меня такие эмоции. Я не специально. Просто для меня работа за кадром в Spirit была переизобретением себя, и для меня было очень важно показать не только себе, но и аудитории, окружающим, и тех, кто вообще вокруг меня. Я не заложник образа ведущей, что я не только публичный деятель, что я на самом деле гораздо больше умею, гораздо больше знаю. И меня взяли в Spirit не потому, что у меня были какие-то регалии, как там блогера и Марпл из ВП, или откуда-либо еще, неважно. Мне было важно, чтобы это увидел Никита, чтобы у меня это получилось, и чтобы я его не подвела, и реально сделала крутые штуки. И когда он мне это сказал, я очень сильно в себя поверила. Но прежде всего, через 10 лет я надеюсь, что у нас будет огромнейшая студия с невероятно большой площадью, под костюмерку, реквизит. И у нас будет очень много техники. И мы еще больше разрастемся в большое медиа, будем еще больше контента производить, выращивать новых стримеров, хостов, инфлюенсеров. Игроки будут оставаться в клубе и обретать новые амплуа. Даже после завершения карьеры мы будем строить это медиа, наращивать его еще больше. Я говорю о своей вотчине, потому что это то, чем я болею. Я надеюсь, что Никита будет чуть меньше работать и чуть больше созидать, созданное собой, а мы будем сеять вот эти здравые мысли все большим новым людям, которые будут присоединяться к нашему клану. И будем растить больше и больше таких же классных специалистов, профессионалов и людей, которые очень любят киберспорт. Со старта я понимала, что мы не сможем снять абсолютно каждого сотрудника, и не каждый сможет дать интервью, не каждый попадет в кадр, но я хочу отметить, что в Spirit работает много людей. У нас большая команда, и ценен абсолютно каждый. В этой организации нет понятия, что кто-то выше кого-то, что кто-то находится над кем-то. У нас действительно очень горизонтальная структура, и ценен каждый человек. Каждый человек — это MVP. И это не только про игроков, и не только про киберспортивную часть. В Spirit попадают не просто, но попадают лучшие. И это и переводчики, и дизайнеры, и монтажеры, и ребята из шопа, и повар, который готовит ребятам еду. Каждый человек, который носит на себе вот этот тег, этот логотип, является очень крутым профессионалом и большим специалистом. И все мы делаем одно большое классное дело.